уже на границе нашей стоять, там надо армию поставить. Они хотят сюда прийти и шариат здесь. На арене европейской политики мы видим волнообразные успехи популистских партий. Австрийская партия свободы, французский национальный фронт, нидерландская партия свободы, партия независимого Соединенного Королевства, итальянская лига Севера, выступающая с правыми взглядами, добиваются значительных результатов на выборах. Последним примером может служить результат альтернативы для Германии. Впервые правопопулистская партия вошла в Ландтаг Баварии. Ее антиэмигрантские лозунги принесли ей значительный успех. Подобные процессы мы видим на всей территории Евросоюза. Сейчас в Европе очень много изучают возникшее вот это новое политическое явление под названием европопулизм. Да, собственно говоря, и выборы Трампа, и трампизм тоже отчасти в этой связи исследуется в Америке, как та часть общественного сознания, которая направлена на поддержку определенного типа политики, определенного типа политической риторики. Надо сказать, что фейк очень ясно себя показал, очень заметно, крупно показал в Европе, в Центральной и Восточной Европе в первую очередь, в меньшей степени во Франции, но и в Британии он себя показал. Здесь возникла такая очень большая слышимость благодаря какой-то новой массовизации, благодаря сетям, конечно, это произошло. Социальные сети очень сильно на это влияют. Массовизация определенного типа высказываний, которые легко впитываются, легко поддерживаются аудиторией. Самый яркий эпизод этого, он и в России хорошо известен, это когда на европейских выборах определенным образом, я сейчас говорю не в принципе о теме иммиграции, а определенным образом подается тема иммиграции. На всех выборах были зафиксированы случаи, когда определенные политические группы публикуют заведомо такие пугающие сообщения о криминале со стороны мигрантов. Независимо от того, что существует проблема миграции, и это сложная проблема, но здесь в данном случае речь идет именно о создании фейков, которые призваны, как бы сказать, резко изменить общественное настроение. Господин Сальвини, министр внутренних дел Италии сейчас, друг Путина. Что вы думаете, он верит этим новостям? Нет. Но ему нужно, Путин нужен как союзник, противоположность Евросоюзу. Там. Да, вот и Путин активно играет на таких евроскептических нотках. Знаете, но Путин не один. Господин Беннон, бывший стратегический советник президента Трампа, он недолго пробовал на этой должности, ни у кого из президентов раньше такой должности не было, специально для него сделали, но он оттуда вылетел. Так вот, он поехал в Европу убеждать, делать такую, как он сам говорит, популистско-националистическую революцию. И тут есть некоторые идеологии, есть некоторые методы. Методы такие троцкистские. Экспорт революции и так далее. В данном случае это троцкистские методы, это такой популистско-националистической революции. Он не очень успешный, хотя вот эти все ребята, но знаете, как физика, вектор, сложение сил векторов. Да, это вектор тот же, что и Путин. Путин сам по себе не так опасен для сознания западных людей. Но, знаете, это самый опасный фейк-ньюс, который наполовину фейк. Да? Угроза мигрантов
Западной Европы. Сказать, что это угроза вымышленная, это было бы глупость, неправда и безумие. Это угроза реальная, да? Но, понимаете, с каждой угрозой нужно оценивать ее опасность, ее силу и ее действие. Ну вот, а создавать такую панику, это один из векторов от путинской пропаганды на Западе. Я недавно столкнулась здесь, в Берлине, с ошибкой, очень серьезной ошибкой корреспондента, который на антиизраильской демонстрации рассказал о том, что здесь происходит, и назвал столицей Израиля Тель-Авив. Что тут началось? Тут Иерусалим, пришли палестинцы, пришли израильтяне, чей Иерусалим? Ну, это как, мы же с вами понимаем это, как про Крым, да, Крым наш, Крым не наш. И вот так ошибка привела к столкновениям, к реальным столкновениям, в том числе и уличным столкновениям, в том числе к демонстрации на Кудаме. Просто ошибка, которая была произнесена. А если это сознательная вещь? У меня был такой случай, очень смешной, когда была эта волна мигрантов. В 2015 году я поехала с одной группой афганских мигрантов из Стамбула в Европу, чтобы понять, какие это люди. Если правда, как наш господин президент Земан говорит, что там есть только молодые парни с айфонами и больше никого, и что они сюда приедут, чтобы на нас эти паранджи одели. Я хотела узнать, правда ли это, нет. Поехала я с этими мигрантами, сфотографировала, говорила с ними, месяц с ними перебывала, поняла их мотивацию, поняла, кто там, какие группы. Ну, постаралась на собственные глаза что-то там понять. Приехала домой, и моя мама мне говорит, первые слова ее было: а ты не знаешь, что творится? Они уже на границе нашей стоят, там надо армию поставить, они хотят сюда прийти и шариат здесь там. Я говорю, ну что ты мне говоришь? Я от них сейчас иду. Нет, ты не знаешь, говорит мне она. Это фейки, которые играют прямо на ожидания аудитории. То есть предполагается, что там мигранты совершают преступления, они их совершают с особой жестокостью. Они их совершают таким образом всегда, чтобы подчеркнуть свое культурное превосходство над коренными жителями. Обязательно всегда подчеркивается в этих фейках, что если мигрант совершает преступление, то оно попирает какие-то культурные основания. Что такое Запад? С точки зрения вот этой пророссийской пропаганды, это попытка сделать всех грузин гомосексуалистами. Второе, это попытка сделать так, чтобы в Грузии было большинство населения арабы, турки в первую очередь, сейчас иранцы тоже такая очень влиятельная сила. И как это работает с фейками? То есть одно дело, когда государственная пропаганда идет, когда, скажем, священнослужители об этом говорят, а выражают свое мнение. Но еще есть фейки. Например, вот такого типа фейк, что в Батуми турки устроили демонстрацию, в которой выступали под лозунгом, что Батуми – это часть Турции. Опять же, они знают, куда бить, потому что знают, что есть очень большая категория ксенофобски настроенных грузин, которые не будут ничего перепроверять. Они берут эти перепосты, и эти идут перепосты из одного, только потом идут внизу комментарии: ах, сволочи, посмотрите, что они делают с Грузией и так далее и тому подобное. Хотел бы заострить внимание на том, с чем связан феномен популярности Владимира Путина на Западе. А я, поскольку очень много времени провел в Германии и в Италии, и я общаюсь там с простыми обывателями, а не с какими-то большими начальниками, да, я знаю, что среди этих обывателей Владимир Путин весьма популярен. На чем построена его популярность? Она построена на том, что он полностью соответствует себе. Вот Владимир Путин все вопросы формулирует недвусмысленно. Он что хочет, то и говорит. В то время как в западной политике этого давно уже нет. Она построена вся на лицемерии и ханжестве. Да? Путин, на самом деле, самый искренний политик. Он говорит ужасные вещи, но ужасные искренне. Те, которые он думает на самом деле. Да? И именно поэтому его любят в том числе и на Западе весьма. И обыватели простые.
Да, элита, конечно, ему полностью противостоит, это счастье. И я был бы очень разочарован, если бы Запад вдруг сдался Владимиру Владимировичу, потому что я его, скажем так, я в личном плане отношусь к нему хорошо, по некоторым причинам, но как к лидеру отношусь к нему очень плохо. И, конечно, желаю ему как можно быстрее уйти от власти в Российской Федерации. Но он понял простую вещь, что действительно, как говорил мой покойный друг и наш общий друг с Владимиром Владимировичем Борис Абрамович Березовский, только та позиция заслужит уважения, которая последовательна. Все-таки нормальные люди с нормальным образованием на Западе, которые здесь родились, и тем более те, которые уехали из Советского Союза или из России, даже из России уезжают современные люди, они разбираются в этом. И чтобы семантически, так сказать, изменить мнение о России и о их политике, это сложно. Да. Но есть тенденции, например, правые партии в Германии, да, они любят Путина, как ни странно, потому что он крепкий человек, знает, что хочет и так далее. Он разобрался в Сирии, ну и такой имидж, да. Они, конечно, достаточно развитые имиджмейкеры, да, в Кремле сидят, которые... Ну, они пугают народ по телевидению, да, потому что уже молодежь не смотрит телевидение практически, на Первый канал и так далее. Там все в глубинке, в провинции все смотрят. И там, конечно, информация очень односторонняя, просто не объективная, да. И если грозить России, а Путин из нее величию нации опять стоит, поэтому 80% за него голосует. Но интеллигенция, да, наши друзья, они все это терпят, молчат, да. Но кто-то идет на демонстрации, и они там забирают тебя в тюрьму, там несколько дней или недель и так далее, даже молодых совсем ребят. Но это ненадежно. Нет оппозиции никакой в России, которая серьезная. И нет организованного протеста. Ну, в общем-то, плохо кончилось на пару людей, которые были убиты. И Навальный с одной ногой в тюрьме все время и так далее. Хотя он приятный, храбрый парень, да, говорит. Но это капля в море, так сказать, да, это не влияет на политику. Может быть, после развала СССР появилось некое ощущение безальтернативности. Причем речь шла именно о том, что нынешние элиты оказались вне конкуренции, начали договариваться друг с другом не без участия народов, публики, без необходимости вот такого публичного как бы вскрытия. И, ну, получается косность. И победа вот этих популистов, альтернативщиков, да, таких как там, ну, первым был Берлускони, да, там Путин, Трамп, она является не победой вот этого постправды, а это является реакцией общества на то, что им не нравится вот эта безальтернативность. Если мы берем избирательную кампанию в Германии или избирательную кампанию в Чехии, то обычно для нас это такая, для российских, значит, привыкших к российским практикам избирательных кампаний, это не кажется ничем предосудительным. Но здесь это новинка. То есть, а новинка в чем заключена? Вот, допустим, значит, местная партия берет из фотобанка фотографию блондинки славянского типа, но это не конкретная женщина какая-то, приписывает ей, значит, некоторую имя и фамилию, якобы реальную, ну, выдумывает ее, двоеточие, и ставит подпись как бы, там, я хочу, чтобы мои дети жили в обществе без иммигрантов. Без мигрантов. И выставляет это в качестве рекламного, значит, такого элементов в избирательную кампанию. Это совершенно невозможно для обществ такой здоровой демократии. В Европе игры
игры с фейками проходят намного тяжелее, чем в России. Сказывается долгая политическая традиция, не позволяющая опускаться до этого. С другой стороны, контроль общества и действующие законы, в отличие от России, это не нечто призрачное, а реально существующие институты. Но, тем не менее, мы видим, что и на Западе теперь видят угрозу фальшивых новостей. Фальшивые новости можно разделить на полную фальшивку, пропаганду, предвзятое освещение событий, искажение данных и неточную информацию. Для создания фальшивок используется аутентичный материал, который подается в неправильном контексте, новостные сайты-фальшивки, выглядящие как известные медиаресурсы, а также сама по себе ложная информация, манипулируемый контент и сатирический контент. Оказалось, что вся эта манипулятивная технология, разработанная на полигонах российских медиа, была подхвачена как крайне эффективная европейскими популистами. Сейчас, конечно, понятно, что этот такой первый мощный всплеск популизма европейского, он несколько пошел на спад, на мой взгляд, потому что все-таки популисты, стартуя в выборах, они, тем не менее, все-таки встраиваются потихоньку все в политический центр и начинают избегать под давлением такой своего собственного политического сообщества в широком смысле, начинают избегать таких очевидных распространения фейков, потому что все-таки в Европе этих местных ольгинцев как бы уличают активно и предъявляют все-таки им как бы некоторый такой счет о недопустимости таких действий. Но, тем не менее, мы видели я слышал доклад, например, как бы о фейках на выборах в Чехии. Все как бы видели, это очень было наглядно, что в Венгрии, например, очевидным образом имя Сороса использовалось во время выборов именно вместе с, так бы сказать, с такой заведомо фейковой информацией. Потому что, если мы будем описывать реальные действия Сороса, то это просто такая политическая биография из серии ЖЗЛ. Но если мы начнем создавать мемы и выделять акцентировать определенные высказывания, создавать как бы злодейский образ, то этот Сорос превращается в такой гигантский фейк. Особенно, конечно, сейчас европейские популисты, левые, особенно правые, конечно, но и левые тоже, предметом такой как бы фейковой подачи стали какие-то моменты национальной истории, связанные с конфликтами. Между всеми народами в Центральной и Восточной Европе, да и не только, а вообще во всей Европе, везде были пограничные конфликты в разные периоды истории, везде имеются кровавые эпизоды, безусловно. Так устроена история. Все эти эпизоды очень драматичны, они затронули многие семьи. В результате исторического процесса либо состоялось примирение, либо какое-то забвение, и удалось как бы прекратить влияние этих конфликтов на сегодняшнюю жизнь. Но, тем не менее, в этой области очень легко предъявить жестокие фотографии с короткими подписями или какие-то чудовищные якобы высказывания, цитаты из каких-то тогда политических деятелей или военных деятелей прошлого. И даже конфликты мелкие на окраинах, незначительные, в которых вовлечено там какие-то ничтожные 50 тысяч человек, а оказывается, что они работает во всем мире. И это, конечно, свойство сегодняшнего мира. Это мир информационный, где каждое убийство и каждый взрыв террористический, каждая акция, она становится известным ровно через 3 минуты всему миру. И совершенно иная степень ответственности людей, которые освещают эти события. И без этого повышенного чувства ответственности нам никак не выйти из этой ситуации, потому что свобода – это всегда повышенная ответственность. И это, на самом деле, тяжелая, давняя российская проблема. А мы хотим вообще свободы или нет? Может быть, не очень.
Может быть, не очень, потому что степень ответственности, которую налагает мир на человека, который считает себя свободным, гораздо более высокая, чем у человека, который внутренне оказывается рабом. Не в прежнем смысле физическом, а рабом идеологии, рабом каких-то общих мнений, рабом, в общем, тех популистских идей, которые разница между хорошо и плохо, они с трудом себе представляют. Вот все эти путинисты и все эти разные ультраправые, ультралевые, такие полутрамписты, какие-то там, не знаю кто, и в Европе, они все охвачены очень важной идеей, что вот существует такая вот гегемония этой либеральной демократии, что это некоторая культурная гегемония, она нас заставляет подчиняться, значит, своим неправильным нормам. На этой почве колоссальное количество фейков, что там огромные деньги тратятся на мигрантов, а надо было потратить их сюда. Значит, что неправильно развиваются большие города, их надо развивать не так. Значит, финансовый капитализм нас как бы обирает на банки и так далее. Под всем этим лежат реальные проблемы. Абсолютно реальные. И политологи европейские, и эксперты, люди, так сказать, которые этим занимаются годами, они фиксируют в этом смысле слова действительно реальные проблемы, которые должны решаться в дискуссии. Но люди из этого круга, они из этой технологии манипуляции, они ведь с этим всем работают по-другому. Они, как бы сказать, доводят всю эту тематику до следующего обобщения, что над нами есть некоторая культурная гегемония, и мы должны ее перевернуть вверх ногами. Реальный ответ этой нереальной пропаганде – это усиление реальности. Если Европейский Союз, там, разные страны, будут развиваться нормально, хорошо, благополучно. Знаете, в Эстонии очень много сторонников господина Путина, не только среди русских, но и среди эстонцев. Но и гораздо меньше в Нарве, потому что они там ходят в Ивангород, и никто даже из патриотов России, да, борцов с русофобией, железной стороны Путина, не хотят переехать там за несколько сот метров в эту самую обетованную страну высокой духовности и истины и торжествующего путинизма. Как-то там эта пропаганда хуже действует. Вот я вам скажу, вот про западно настроенные здесь, в Грузии, очень редко практикуют фейк. Ну, наверное, это связано с тем, что, допустим, у тех, кто настроен против российского влияния, у них столько аргументов, столько чего есть сказать, что ничего и придумывать не надо. Поскольку мы знаем, что речь идет об организованной пропаганде, то вот опять же, то есть им и для них жизненная необходимость фейк. Без фейка они никто, пустое место.